Ты сидишь на лавочке у подъезда. Октябрь. Моросит. Куртка старая, на молнии сломан бегунок, застегиваешься на булавку. Мимо проходят люди, ни один не сбавляет шаг. Ты для них часть пейзажа, как ржавая труба или облезлый борт мусорного контейнера. В руке зажат полиэтиленовый пакет с продуктами. Хлеб, пол-литра кефира, пачка дешевого печенья. Сдачу ты пересчитал трижды, хотя знаешь, что там ровно 17 рублей. Продавщица в пятерочке даже не смотрит на тебя, когда пробивает товар. Ты смотришь на окна своей квартиры на 5-м этаже. В одном из них твоя комната, 12 метров, стол, кровать, телевизор, который работает только с 1 по 10 канал. Желтый свет, мертвый экран. Никто тебя там не ждет. Никто не спросит, где ты был и почему вернулся позже обычного. Ты мог бы не вернуться вообще, и первые сутки никто бы не заметил. На вторые, может быть, соседка снизу, тетя Галя, спросила бы у участкового, а что эта дверь долго не открывают? А потом все забыли бы. Но чтобы понять, как ты оказался здесь, на этой лавочке, с пакетом и булавкой на куртке, нужно вернуться в самое начало. Ты рождаешься в 1975 году в маленьком городе за Уралом, название которого даже не все местные выговаривают правильно. Родильный дом — одноэтажное здание с облупившейся зеленой краской. Тебя выписывают через 5 дней, кладут в коляску, и первая дорога, которую ты проезжаешь, 3 квартала до панельной пятиэтажки. Отец — водитель на автобазе, мать — упаковщица на кондитерской фабрике. Квартира — однушка, кухня 4 метра, ванна сидячая. Ты первый ребенок, желанный, но желанность быстро уступает место усталости. Мать кормит тебя по часам, потому что так написано в книжке, которую ей дали в женской консультации. Отец приходит с работы, моет руки, садится ужинать, молчит. Первые слова, которые ты запоминаешь, не мама и не папа, а не шуми, иди играть, дай поесть спокойно. В детском саду ты средний. Ни драчун, ни тихоня, ни любимчик воспитательницы. Тебя ставят в середину на утренниках, чтобы не портить симметрию. На фотографии группы ты всегда на втором плане, за чьим-то плечом, иногда вообще видна только полголовы. Ты учишься не высовываться раньше, чем осознаешь это как стратегию. Школа. 1 класс, тебе 7. Учительница говорит маме: способности средние, старается, но ничего выдающегося. Эта формула «средний, старается, ничего выдающегося» будет сопровождать тебя всю жизнь. Во 2 классе ты решаешь задачу нестандартным способом. Учительница хвалит, но одноклассники смеются, потому что правильно по-другому. Ты больше не решаешь нестандартно. Ты не хулиган и не отличник. Твои тетради в аккуратных обложках, но 4 с 5 перемежаются 3. В выпускном классе тебя называют середнячок. В школьном музее есть стенд «Наши выпускники», где перечислены отличники, спортсмены, медалисты. Твоей фамилии там нет. В старших классах ты влюбляешься. Ее зовут Ира, она сидит за 2 парты впереди, у нее длинные волосы и смех, похожий на колокольчик. Ты провожаешь ее до дома 2 раза. Оба раза она говорит: «Спасибо, мне тут рядом». Ты не решаешься взять ее за руку. На выпускном она танцует с высоким парнем из параллельного класса, который умеет играть на гитаре. Ты стоишь у стены с пластиковым стаканчиком лимонада и улыбаешься. На выпускном фото ты стоишь в последнем ряду с краю. После школы — армия. 2 года в учебке, потом часть под Читой. Ты не дезертир и не герой. Рядовой, водитель-механик БТР. Командир взвода характеризует: дисциплинирован, исполнителен, инициативы не проявляет. Дембель, альбом с фотографиями, где ты в форме на фоне сопок, единственное, что остается от этих 2 лет. Возвращаешься в свой город. Завод закрыт, мать работает уборщицей в школе, отец спился и ушел из семьи, когда тебя не было. Ты не ищешь его. Устраиваешься на шиномонтаж, потом в гаражный кооператив, потом на стройку. Нигде надолго. У тебя нет профессии, которая дает право на уважение. В 23 ты женишься. Света, продавщица из соседнего магазина, некрасивая, тихая, такая же незаметная, как ты. Свадьба скромная, 20 человек в столовой, закуски из ближайшего супермаркета.
На второй год вы живете в съемной комнате. На третий рождается дочь. Ты держишь ее на руках в роддоме. Она крошечная, красная, сморщенная, и ты думаешь: вот, теперь я что-то значу. Это чувство длится недолго. Света уходит через 4 года. Не к другому мужчине, просто устает. Ты не пьешь, не бьешь, не гуляешь, но ты — пустота. Разговоры за ужином иссякают через полгода. Телевизор говорит за вас обоих. Когда она говорит «я больше не могу», ты не удивлен. Дочь остается с ней, ты платишь алименты, видишь ее раз в месяц, и эти встречи становятся все короче. К 10 годам она перестает ждать твоих звонков. После развода ты переезжаешь в областной центр. Там больше работы, но тебя никто не ждет. Ты снимаешь угол в общаге, работаешь сторожем на складе, потом грузчиком в гипермаркете, потом уборщиком в торговом центре. Коллеги тебя не запоминают. Начальники меняются, и каждый новый смотрит на тебя как на предмет мебели, который перешел по наследству. В 35 ты попадаешь под сокращение. 2 месяца ищешь работу, рассылаешь резюме, ходишь по собеседованиям. На каждом слышишь: «Мы вам перезвоним». Не перезванивают. В итоге идешь в дворники. Метла, лопата, зеленый жилет, смена с 6 утра. Ты метешь улицы, и люди проходят мимо. Никто не здоровается, никто не смотрит в глаза. Ты — функция, которая исчезает, когда снег тает. Ты живешь по расписанию. Подъем в 5, выход, работа, обед из контейнера, вечер, телевизор, сон. Иногда ты задерживаешь взгляд на витринах, на парах, которые держатся за руки, на мужчинах в костюмах, которые входят в бизнес-центры. Ты не завидуешь. Зависть требует энергии, которой у тебя нет. Скорее ты смотришь на них, как на другой вид. В 42 у тебя обнаруживают язву. Больница, палата на 4, соседи, водитель фуры, сварщик, бывший учитель. Лежат молча, не сближаются. Выписка, лекарства, диета. Ты строго соблюдаешь, потому что больше нечем заполнить время. Вечером, вместо того, чтобы смотреть телевизор, ты сидишь у окна и смотришь на улицу. Однажды, в пятницу вечером, ты идешь в гастроном за хлебом и видишь пожилую женщину, которая не может поднять сумку с продуктами. Ты помогаешь донести до подъезда. Она говорит: «Спасибо, сынок». Ты идешь обратно, и у тебя внутри что-то шевелится. Маленькое, слабое, почти забытое. На следующий день ты покупаешь 2 пачки печенья и оставляешь одну на скамейке у подъезда, где всегда сидит старик в телогрейке. Он берет, кивает. Ты не говоришь ни слова. Ты начинаешь замечать таких же, как ты. Пожилые женщины с авоськами, мужчины, которые курят у гаражей, подростки, которых никто не ждет после школы. Вы не разговариваете, но вы узнаете друг друга по взгляду. Взгляду человека, который привык, что на него не смотрят. В 45 тебя переводят на уборку придомовых территорий. Ты получаешь участок, 5 домов, 3 детские площадки, 2 сквера. Ты знаешь каждую скамейку, каждую урну, каждую трещину в асфальте. Ты не жалуешься, не просишь премии, не споришь с бригадиром. Ты просто работаешь, и это единственное, что ты умеешь. В 48 звонит бывшая жена. Дочь выходит замуж, приглашает на свадьбу. Ты покупаешь новый недорогой костюм, гладишь рубашку, долго стоишь перед зеркалом. На свадьбе ты сидишь в дальнем конце стола, пьешь компот, смотришь, как дочь танцует с мужем. Она красивая, счастливая, и в ней нет ни одной твоей черты. Когда ты подходишь поздравить, она целует тебя в щеку, сухо, вежливо. Ты даришь конверт с деньгами, которые копил полгода. Фотограф не делает ни одного кадра с тобой. В 50 ты узнаешь, что мать умерла. Похороны. Ты, тетя Галя с нижнего этажа, ритуальный агент. Гроб, венок, 1,5 часа на кладбище. Ты не плачешь. Ты стоишь у могилы и думаешь: она тоже была никем, и меня родила никем. Это не горечь, это просто констатация. После похорон ты находишь в ее вещах альбом с фотографиями. Там ты, младенец в коляске, ты, первоклассник с букетом, ты, выпускник в пиджаке. На каждой фотографии твое лицо, но ты смотришь на него, как на чужое. Ты закрываешь альбом и убираешь в шкаф.
Через год, когда съезжаешь из комнаты, забываешь его. Хозяйка выбрасывает. В 52 ты заболеваешь снова, на этот раз серьезнее. Подозрение на онкологию. Обследование, анализы, очереди. Врач в поликлинике листает карту, морщится. А где результаты прошлого года? Не сдавал. А почему? Ты не знаешь, что ответить. Оказывается, нужно не просто жить, но еще и следить за собой, и это тоже требует усилий, которых у тебя нет. Диагноз не подтверждается, но время уходит. Ты теряешь 2 месяца, работу не держит. Ты снова ищешь. В 53 никто не хочет брать дворника с больничной историей. В итоге ты идешь в ночные сторожа на автостоянку. Будка, обогреватель, стул, журнал въезда-выезда. Ты сидишь с 10 вечера до 8 утра, смотришь на пустой асфальт, считаешь машины. Зимой холодно, летом душно. Ты не жалуешься. На стоянке ты знакомишься с Николаем, дальнобойщиком, который оставляет фуру на неделю между рейсами. Он единственный, кто с тобой разговаривает больше 2 минут. Про погоду, про дороги, про то, что цены растут. Однажды он говорит: «Слушай, мужик, а ты хоть кем-то мечтал стать?» Ты задумываешься, отвечаешь: «Не помню». И это правда, ты не помнишь. Мечты были, но они стерлись, как надпись на асфальте под дождем. В 55 ты получаешь письмо. Дочь родила сына, твоего внука. На фото младенец в белом конверте, и ты снова, как много лет назад, думаешь: вот, теперь я что-то значу. Но через месяц ты понимаешь, что тебя не зовут крестить, не приглашают посмотреть, ты узнаешь новости от Светы по телефону раз в полгода. Внук растет, не зная тебя. На вопрос «А где мой дедушка?» мать отвечает: «Далеко». Ты продолжаешь работать. Ночные смены, будка, журнал. Однажды в 3 часа ночи подъезжает машина, из нее выходит молодой парень, просит сигарету. Ты даешь. Он спрашивает: «Чего сидишь тут?» «Работаю». «Скучно, наверное». «Привык». Он уезжает, и ты думаешь: «Привык». Это слово главное в твоей жизни. Ты привык быть никем. Привык, что тебя не замечают. Привык, что ничего не изменится. В 58 у тебя начинаются проблемы с ногами. Врач говорит: варикоз, нужно менять работу. Меньше стоять, меньше ходить. Ты не знаешь, куда пойти с такой квалификацией. На стоянке держат, потому что согласен на минималку. Коллеги уходят на повышение, покупают машины, ездят в отпуска. Ты покупаешь новый обогреватель в будку. В 60 тебе звонят из ЖЭКа: выходи на пенсию, молодых берем. Ты не споришь. Оформляешь документы, получаешь трудовую книжку, где 7 записей за 40 лет. Все: рабочий, сторож, уборщик, грузчик. Пенсия 9300 рублей. Этого хватает на хлеб, кефир, коммуналку и иногда новую булавку для куртки. Ты сидишь дома. Телевизор, радио, тишина. Соседи сверху ремонт, соседи снизу лают собаки. Ты ни с кем не знаком. В подъезде, когда встречаешь кого-то, отводишь глаза, чтобы не заставлять человека здороваться с тобой, если он не хочет. Ты научился быть удобным, невидимым. Однажды в магазине кассирша, новая, еще не привыкшая, говорит: «Возьмите сдачу». Ты берешь, считаешь, уходишь. Она окликает: «Мужчина, вы забыли печенье». Ты возвращаешься, забираешь пакет. Она улыбается. Ты не помнишь, когда тебе улыбались в последний раз. Весь день ты думаешь об этой улыбке, а к вечеру забываешь. В 62 ты перестаешь выходить по вечерам. Тебе тяжело подниматься на 5-й этаж. Лифт сломали 5 лет назад и чинить не собираются. Ты закупаешь продукты раз в 3 дня, носишь понемногу, отдыхаешь на каждой площадке. Люди обходят тебя, не мешая. У тебя есть телефон, старый, кнопочный, который ты купил 10 лет назад. В записной книжке 3 номера. Поликлиника, ЖЭК, Света, бывшая жена. Ты не звонишь. Света умерла год назад, ты узнал от дочери по телефону. Дочь сказала: «Мама просила не звонить, если что». Ты сказал: «Хорошо». Положил трубку. Ты не плакал. Ты сидел у окна и смотрел на улицу, где никто не смотрел на тебя. Сейчас тебе 63. Ты сидишь на лавочке у подъезда с пакетом продуктов.
Октябрь моросит. Мимо проходят люди. Никто не сбавляет шаг. Ты — часть пейзажа. Ты думаешь, а могло быть иначе? И сам себе отвечаешь — нет. Не потому, что так сложились звезды или кто-то тебе мешал. Просто ты с самого начала выбрал не выбирать. Ты плыл по течению, уступал, молчал, исчезал. И вот результат. Ты есть, но тебя нет. Ты смотришь на свои руки. Пальцы кривые, ногти желтые, кожа сухая. Эти руки держали метлу, швабру, лопату, руль армейского БТР, крошечную дочь в роддоме, пакет с продуктами. Они ни разу не сжались в кулак, чтобы ударить, и ни разу не разжались, чтобы отдать что-то важное. Они просто делали то, что нужно. Ты достаешь из кармана паспорт. Фотография 10-летней давности, ты на ней выглядишь так же, как сейчас. Уставший, стертый. Штампы, прописки, семейное положение, разведен. В графе «Дети» — дочь. Ты знаешь, что у нее своя жизнь, и в этой жизни нет тебя. Ты сам сделал так, чтобы тебя не было. Ты встаешь с лавочки, идешь к подъезду. Ноги болят, спина ноет, каждый шаг — усилие. На площадке 2-го этажа ты останавливаешься перевести дух. Соседка сверху, молодая женщина с ребенком, спускается, вежливо улыбается. «Здравствуйте». Ты отвечаешь «Здравствуйте». Она проходит, ребенок смотрит на тебя, и ты думаешь: посмотри, запомни. Может быть, ты тоже когда-нибудь станешь таким, а может и нет. Ты поднимаешься, открываешь дверь, заходишь в комнату. Включаешь свет. Телевизор, стол, кровать, окно. Все как всегда. Ты ставишь пакет на стол, снимаешь куртку, вешаешь на спинку стула. Садишься, смотришь в окно. Там темно, только редкие окна горят напротив. Ты думаешь: я мог бы написать книгу. Или уехать, или позвонить дочери, или хотя бы выключить телевизор. Ты не делаешь ничего. Ты сидишь и ждешь завтрашнего дня, который будет точно таким же. Запомните, быть никем — это не приговор. Это цепочка решений, которые можно изменить в любом возрасте. Первый шаг — сделать так, чтобы тот, кто привык быть невидимым, понял. Его видят, его слышат. Он есть. Берегите себя и тех, кто рядом.